Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о резервировании и бесперебойной работе. Установив систему Home Assistant, нам удалось избавиться от влияния внешних факторов, таких, например, как доступность китайских облаков, от которых зависит Mi Home. Да и в принципе наличие интернета никак не влияет на его работу. Однако, несмотря на все эти плюсы, появляются новые риски. Главный из них – это выход из строя microSD карточки при использовании одноплатных компьютеров. Я лично уже неоднократно сталкивался с тем, что карточка выходит из строя прямо в процессе работы и система останавливается. Поэтому во избежание таких эксцессов я создал систему резервирования, которая на данный момент состоит из 3 одинаковых серверов Home Assistant. В этом обзоре я расскажу про два. На первый раз вполне достаточно. Кто поймет тему, тот сможет без проблем добавить и третий, и четвертый, и пятый, сколько вам угодно. Моя основная система управления состоит из двух одинаковых одноплатных компьютеров Orange Pi PC2. Эти одноплатные компьютеры грузятся с microSD карточек, которые имеют свойство сыпаться. Вот моя небольшая коллекция, так скажем, мертвых SD карточек за последние 2 года. Страшно? Ну, на самом деле не все так страшно, как кажется. Из всей этой большой кучи только 2 умерло непосредственно в одноплатниках. Все остальные microSD карточки отправились в Вальгаллу именно с IP-камер, которых у меня достаточно много. Если разделить число IP-камер на число дохлых карточек, то получится не так уже много. Но тем не менее риск есть, и периодически он реализовывается, и нельзя от него отмахиваться. Итак, давайте приступим к практической части. Как мне удалось реализовать взаимодействие между серверами и как работают сервера с практически зеркальной конфигурацией. Итак, в первую очередь, у этих серверов абсолютно идентичная конфигурация по большинству файлов. Например, файл Customize. Здесь вообще copy-paste, потому что название всех сенсоров, как самоназванных, так и те, которые определяются по компоненту Discovery, вот эти названия, они всегда будут одинаковые, поэтому friendly name, иконки, здесь copy-paste один в один. Также абсолютно идентичны, ничем не отличаются файлы сенсоров. Это бинарные сенсоры пинга. Вот у меня весь мой набор сенсоров, атрибуты, даты, батарейки. Это все copy-paste. Вот 71 наш сервер, Customize точно такой же, точно такая же у нас конфигурация, те же бинарные сенсоры. Вот я в скрипты попал. Вот. Здесь все абсолютно так же. Вот, например, батарейка и батарейка. Вот эти ничем не отличаются абсолютно. То же самое касается скриптов. Так, секундочку. Вот мои скрипты. Список скриптов. Ну, к примеру, вот системные скрипты по перезагрузке. Вот, к примеру, этот скрипт, мы на нем остановимся. Скрипты все абсолютно одинаковые. То же самое касается свечей, светильников, вентиляторов. Это все одинаково. Что же в них разное? Разных в них буквально пара деталей. Но эти пара деталей как раз и позволяют быть одному серверу основным, другому резервным. Итак, первое. Чтобы быть полностью педантичным, я остановлюсь на файле configuration YAML. Сейчас я его открою. Здесь буквально два небольших отличия. Это вот панель iFrame. Естественно, на 70-м сервере она ссылается на 70-й. На 71-м, соответственно, на 71-й, чтобы открывался корректный конфигуратор. И второе, но это, извините, показывать не буду, но здесь есть, это чат-боты. Telegram, он имеет такое ограничение, в одном чате не может быть 2 одновременно чат-бота, поэтому у всех серверов свой собственный чат-бот. Как делать чат-боты, все подробно написано на главном сервере Home Assistant. Я делал просто по инструкции, у меня нет никаких проксей, у меня Telegram не заблокирован, поэтому я здесь останавливаться не буду.
Вот, два отличия Telegram и панель iFrame. Ну, я думаю, это логично и понятно, но на всякий случай, чтобы ничего не упустить, я на этом остановлюсь. Более главное отличие находится в автоматизациях. Вот, перечень всех файлов и текст тоже идентичен, но на главном сервере в каждой автоматизации прописано статус при загрузке true. То есть при перезагрузке, при старте, при перезагрузке автоматизации Home Assistant, старте они всегда включаются. Вот это можно проверить на вкладочке моей специальной. Вот все автоматизации, за исключением вот эти вот некоторые автоматизации, они отключены за ненадобностью. Но вот они практически все включены. Что же касается резервного. Здесь все те же файлики, все те же автоматизации, но имеют стартовое состояние false. Они при загрузке, при перезагрузке автоматизации выключены. Вот так они выглядят. Вот, часть сценариев я сейчас о них немножко расскажусь включено, но все бытовые сценарии, свет, там включение по движению, увлажнители, они все выключены. Здесь все включены. Так, вопрос, почему тут часть сценария включена. Здесь все просто. Здесь включены сценарии, которые считают энергопотребление. Они друг от друга не зависят. Вот эти, вот я рассказывал, у меня есть обзор про энергопотребление. Они считаются параллельно. Потому что если один из серверов будет перезагружаться, он потеряет часть данных. А благодаря тому, что они считаются параллельно, их можно синхронизировать. Об этом я тоже расскажу. Дальше, что включено? Включены сценарии Телеграмма. То есть, чтобы можно было управлять и одним, и другим сервером через Telegram. Ну и включен еще системный сценарий, который обновляет состояние датчиков. Вот этот обновляет состояние датчиков, количество воды в увлажнителе. Здесь записывает просто время открытия входной двери. Но все бытовые сценарии, они отключены. Как нам работать с этими сценариями? Одни включены, другие выключены. Для этого я сделал такой мега скрипт. Точнее, их здесь даже два. Ну, практически одинаковых. Который один называется «Все сценарии выключить», а этот «Все сценарии включить». Здесь все довольно просто. Автоматизация выключить и всю пачку этих сценариев, которые в обычное время включены. Ну, тут, соответственно, такой же самый сценарий, который включает эти все автоматизации. Аналогично на 71. Для того, чтобы видеть, каким образом у меня включены или выключены эти сценарии, вот написано, видите, если написано «включить сценарий», значит сценарий не активный. Я использую такую карточку, которая называется Condition. Вот так оно выглядит в файлике WeLovelace. Первая карточка Condition. Что она проверяет? Она проверяет два наугад выбранных сценария из тех, что включаются-выключаются, так называемые бытовые. Если эти сценарии имеют автоматизации State On, это говорит о том, что у нас автоматизации включены. И мы показываем header скрипта all scenario off. И запись выключить сценарий. То есть, если они включены, соответственно, выключены. И аналогично. Если у нас наши мониторные, любые наугад взятые из числа отключаемых автоматизаций выключены, здесь показывается скрипт «Все сценарии включить». Вот так это работает. В данный момент все сценарии у меня выключены, бытовые. Я выполняю сценарий. Все, у меня поменялся на выключить сценарий. Если перейти сюда на эту вкладочку, вот у меня теперь здесь все сценарии включены. Если я, соответственно, верну, опять нажму выключить, все. Condition у нас поменялся на включение сценариев, и здесь все сценарии отключились.
Но как сделать так, что если, например, главный сервер отключится, как сделать так, чтобы на secondary, втором сервере, эти сценарии включились? Кстати, забегая вперед, скажу еще один маленький момент. Наверняка кого-то заинтересует, могут ли жить два сервера зеркальных с включенными сценариями, как бы дублирование. Да, могут, в принципе особых проблем скорее всего что не будет. Лично у меня проблемы какого рода включаются, коллизии, когда включены сценарии на обоих серверах. У меня есть ряд сценариев, которые работают с инфракрасными базами и которые отправляют последовательности кодов. И вот когда включены два сервера, и отправляются параллельно две последовательности кодов, бывают некоторые неожиданные результаты, поэтому я держу только один сервер включенный. В принципе, можно попробовать держать сценарии включенные параллельно на двух серверах, но могут быть некоторые моменты, поэтому я сделал именно так. Так, давайте вернемся к тому, как один сервер может следить за другим. Самый простой, конечно, способ, который приходит в голову, это пинговать. У меня действительно есть бинарные сенсоры, их достаточно много, которые отслеживают доступность устройств в сети, пингуют их. Но это не сильно помогает, так как Home Assistant может зависнуть, может уйти в перезагрузку, сам одноплатник будет прекрасно пинговаться, а сервера как такового управления не будет. Поэтому здесь немножко другой выход. Для этого, чтобы знать, действительно ли работает не одноплатник физический, а сервер, лучший способ, который я нашел, это делиться датчиками, забирать данные сенсоров с одного сервера на другой. Вот это так выглядит. Здесь сервер работает, это физически сколько он работает, размер базы данных, система в онлайне, конкретно вот эта система Primary 70, а вот эти два датчика 71 и HADAS, они забирают данные как раз вот с этих вот других серверов. И они, собственно, для меня и являются сенсорами доступности этих серверов. Как это работает? В главном конфигурационном файле Configuration YAML прописывается вот такой раздел HTTP. Вот он по умолчанию закомментирован. Здесь единственное условие я добавил, пароль к API, ну, простой пароль QWERTY, здесь не суть важно, здесь обмен идет по локальной сети, здесь ничего особенного, скажем так, закрывать не нужно. Что дает включение этого параметра? Он включен на всех серверах. Он дает возможность забирать данные сенсоров, конкретно каждого сервера, по HTTP. Как это выглядит? Возьмем какой-нибудь любой сенсор, не знаю, вот, например, уровень освещенности 950 люмен, вот его название Sensor Illumination, это сенсор на шлюзе Xiaomi. И теперь можно прописать так. Сначала пишется адрес сервера 70, порт 8123, API, States, название сенсора. Далее через вопросительный знак пишем API password и QWERTY, то, что прописали в Configuration YAML. И сервер по HTTP дает все данные по этому датчику. Что это за девайс? Класс, friendly name, ну здесь коды friendly name, нас это не сильно интересует, единицы измерения люмены, бла-бла-бла, ну вот, например, его state 950. И это значение, соответственно, мы можем уже забирать на другом сервере. Но есть небольшое но. Я предпочитаю забирать данные не физических серверов, не физических датчиков, как вот этот, например, внешний датчик, а чего-нибудь внутреннего. Поэтому я использую как раз вот этот вот программный сенсор система в онлайне. Вот так он выглядит. Вот. Это стандартный сенсор Uptime. Он немножко видоизменен. Состояние сенсора онлайн я просто при помощи вот таких вот нехитрых операций перевожу в человеческий формат, чтобы он показывал не просто время, а именно часы, минуты, дни и прочее. Вот. Сенсор, который у нас называется Online Custom на сервере, на другом сервере, он забирается через платформу REST.
Вот именно так. Платформа REST позволяет забирать данные по HTTP. Здесь вот этот адрес. Сначала IP-адрес сервера, порт 8123, IP State Sensor Online Custom. Вот он, Online Custom. И API Password QWERTY. Здесь у него имя я присваиваю, которое будет уже на этом сервере. Force Update это для того, чтобы для принудительного обновления. И забираем какое значение? Забираем State. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит этот сенсор здесь. Вот. И вот этот state я забираю. Вот так оно выглядит. Здесь просто кириллица, поэтому здесь немножко вот такими символами. Вот я забираю параметр state. Если надо какой-то другой, можно, соответственно, вместо state здесь прописать что-то другое. И этот сенсор Orange 1 state у меня находится на дашборде. Вот он. Я вижу, что 12 часов 34 минуты сервер находится в онлайне. Вот он здесь, собственно, тоже. 12 часов 34 минуты в онлайне. Аналогично здесь для 71-го 12.24. И здесь 12.24 система в онлайне. То есть здесь они перекрестно видят, кто из них в онлайне. Что дает использование этого сенсора, кроме того, что мы видим, что система сколько была в онлайне. По состоянию этого сенсора можно определить, находится ли система, упала ли она, либо она живая. Для этого у меня есть соответствующая автоматизация. Так, давайте прыгнем в автоматизации. Вот так, 9.1.1 я его назвал. Итак, здесь у нас автоматизация что делает? Она отслеживает, триггером является переход сенсора Orange 1 State, это как раз время в онлайне первого сервера, в состояние unavailable. Дальше мы проверяем условия. В качестве условий у нас нечто похожее, как на карточке Condition, которая показывала в Lovelace. Здесь состояние вот этой сигнальной какой-то произвольной автоматизации из числа, которые обычно отключаются. Если сервер ушел в офлайн основной и автоматизация сигнальная тоже выключена. В Telegram мне пишет такое сообщение: потери связи с основным сервером, Orange 70, дата, время, включение сценариев, и включается скрипт включения всех сценариев. Как только статус unavailable, у меня на втором сервере включаются все сценарии. Если это перезагрузка запланированная, я предварительно включил сценарии вручную на втором сервере, вот condition on, здесь просто пишет, что потеря связи с основным сервером, сценарии активны. После того, как сервер включился, from, состояние его изменилось с unavailable на какое-то другое, любое, мне пишет сообщение: связь с основным сервером восстановлена. Но обратите внимание, я при этом скрипт не запускаю, потому что неизвестно, почему сервер уходил в офлайн, и просто так отдавать ему сразу управление, я считаю, не есть хорошо. Я сначала его проверю, потом ему отдам управление. До этого момента оба сервера будут работать параллельно. Это лучше, чем не будет работать ни один. Вот так это выглядит вживую в Телеграме. Потеря связи с основным сервером, сценарии активны, восстановлено, сценарии активны. Вот здесь была потеря связи, когда не были включены сценарии. Вот потеря связи, 10:50, включение сценариев. И через 2 минуты связь восстановлена. На самом деле хорошая штука, она меня уже пару раз спасала, когда на серверах дохли microSD карточки. Сервера подхватывали друг друга и все. Аналогичная автоматизация, конечно, есть у меня и на основном сервере. Правда, здесь большей частью, когда перегружается резервный сервер, здесь сценарии обычно включены. Поэтому, получается, приходит мне сообщение, что просто потеряна связь. Вот, и сценарии активны. Вот такого рода. Таким образом, они друг друга, скажем так, дополняют. Дополнительно я могу включать-выключать сценарии через Telegram. Так, это немножко уже забегая вперед. Вот Telegram. Вот, к примеру, сценарий. Если я посылаю команду auto-off,
то сценарии отключены. Если автоон, то сценарии включены. Вот. Ну, вручную тоже я умею их посылать. И таким образом я могу и удаленно при помощи телеграмма, и в ручном режиме, просто здесь кнопкой, и автоматически включать и выключать сценарии. Таким образом обеспечивается должный уровень отказоустойчивости, если не один, так второй сервер будет работать. Ну, на самом деле у меня еще за этими двумя апельсинчиками следит еще Hades, который в случае, если падает оба сервера, включается сам. Вот здесь он проверяет состояние, если оба сервера unavailable. Такое тоже бывает, потому что эти два оранжа, они включены в один источник питания и в один хаб сетевой. Теоретически, если выйдет из строя этот источник питания, либо если что-то случится с хабом, они оба могут заглохнуть. И только тогда включается Hades, он проверяет это состояние раз в минуту, потому что здесь двойное состояние. Тогда включаются сценарии на нем. У меня один раз такое было, когда я случайно отключил блок питания. Hades работает от другого блока питания, он работает по Wi-Fi, то есть он независим от хаба. Таким образом у меня достигается даже тройное резервирование. И один раз оно сработало. В принципе, система работает и настроена именно так. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если у вас остались вопросы, как обычно, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.